Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео такая декоративная штукатурка из обычных и легко доступных материалов. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Декоративная штукатурка из этого видео подойдет для влажных помещений, так как я буду использовать смесь на цементной основе. Это плиточный клей, разведенный 1 к 1 со шпаклевкой. Если у вас помещение с умеренной влажностью, то вы можете заменить этот материал на обычную гипсовую либо полимерную шпаклевку. Для нанесения первого слоя мне потребуется кельма, маленький шпатель и валик. Набираю материал на кельму. Первым делом нужно нанести цементную смесь на поверхность равномерным слоем толщиной в 3-4 мм. Набираем материал на кельму таким образом. При подготовке смеси учитывайте, что она должна быть на одной основе. То есть если гипсовую используете, то гипсовая шпаклевка и гипсовая штукатурка. Если используете цементную, то цементная шпаклевка и штукатурка. Набираю еще. Особо ровно штукатурку не нужно наносить. В дальнейшем мы ее разровняем валиком. Закидали квадратный метр стены. Теперь берем валик и создаем на поверхности шубку. Для этого этапа используйте валик, который вам не жалко, потому что в дальнейшем его от цементного клея либо штукатурки не отмыть. Валиком двигаюсь в разные стороны, чтобы шубка была хаотичная. Закончили с первым этапом. Теперь нужно дать поверхности полностью высохнуть в течение суток. Шуба наша полностью высохла. Теперь мы ей придадим цвет при помощи грунтовки, смешанной с краской. Наносить я ее буду валиком. Беру часть краски, наливаю в ванночку. Заливаю туда же грунтовку. Грунтовки наливаю в 2 раза больше, чем краски. Набираю ее на валик. Я использую краску, смешанную с грунтовкой, для того, чтобы цвет получился полупрозрачный. Вы можете использовать просто краску. При нанесении грунтовки двигаюсь снизу вверх, чтобы она меньше капала. Не переживайте, если у вас грунт ложится неравномерно. Это не страшно для финишного вида. Придали нашей поверхности цвет. Теперь нужно будет подождать минут 40, чтобы она просохла, а потом мы нанесем сверху трафарет. Грунтовка с краской полностью высохла, и я сделала вот такой трафарет. Снизу узор, сверху его контур, который необходимо прокрасить блестящей краской. Я буду использовать бронзовый металлик. Вы можете взять любой другой цвет. Бронзу на трафарет я нанесу с помощью обычной губки. Набивными движениями я обвожу трафарет. Контур все равно получится не совсем ровный, так как поверхность у нас фактурная. Главное его сделать достаточно плотным, чтобы в дальнейшем он хорошо проглядывался.
Переклеиваю трафарет. Контур рисунка я нанесла. Теперь дождемся в течение часа высыхания нашей бронзовой краски, а потом поверх нанесем фактурный узор. Наша бронзовая краска полностью высохла, и сейчас я расскажу пару слов про трафарет. Такой трафарет я не покупала, а вырезала сама на пластиковой салфетке. В интернете очень много картинок, так что можно найти на любой вкус. Удобнее всего вырезать макетным ножом, который можно приобрести в буквоеде, либо на сайте «Все инструменты». Заполняю шпателем трафарет. Очень сильно на шпатель не нажимайте, иначе будет плиточный клей заходить за трафарет. Заполняем очень аккуратно, никуда не торопимся. Это самый ответственный этап. Теперь снимаю трафарет. Смотрим, что у нас получилось. Сделали первый трафарет. Торопиться здесь никуда не нужно. Цементная смесь позволяет работать с ней достаточно долго. Аналогичным образом сделали второй трафарет. Теперь наносим карту мира при помощи такого шпателя. Набираю на кельму ту же смесь. По ссылочке выше можете посмотреть видео, на котором я создаю также карту мира, но немного другим образом. Тоже очень интересный вариант. Набираю небольшое количество на шпатель и делаю островок, начиная от трафарета. Сначала легко прикасаюсь, потом растираю. Сперва заполняю пространство островками вокруг трафарета, очень не спеша и достаточно аккуратно, а потом заполню чуть побыстрее всю целиком поверхность. Много материала я на шпатель не набираю, чтобы получались более мелкие островки. Набираю совсем немного, примерно вот столько. Сделала небольшой островок и растянула его в разные стороны, чтобы получался более рваный край. Заполняю вокруг следующего трафарета. Двигаюсь очень аккуратно, чтобы не смазать рисунок.
В процессе нанесения остаются такие небольшие бороздки от инструмента. Когда материал начнет подсыхать, к ним необходимо вернуться и подгладить чистым инструментом. Закидали небольшую площадь островками. Теперь берем распылитель, смачиваем всю поверхность и приглаживаем островки, чтобы не было ребристости. И тем же шпателем приглаживаем. При разглаживании островки мы просто гладим шпателем, а не сдираем. Под минимальным углом к поверхности. Подгладили все островки. Теперь подождем полного высыхания поверхности. Поверхность полностью высохла, после чего я зашкурила трафаретный рисунок наждачной бумагой 240. Сейчас я нанесу защитный слой лака по камню, предварительно в который добавлю золотистые и бронзовые блестки, плюс ту краску, которая была нанесена под трафарет. Беру лак, наливаю в ванночку. Теперь блестки, немного золотых и бронзовые. Немного бронзовой краски. Нужно хорошо перемешать. Наношу эту смесь валиком на всю поверхность. Делайте это достаточно быстро, чтобы лак не пятнил. Сначала в одном направлении, потом в разные стороны разгоняю лак, чтобы покрытие было равномерным. При наборе лака периодически его перемешивайте, чтобы блестки распределялись в нем равномерно. Нанесли слой лака. Теперь нужно будет подождать, пока он полностью высохнет в течение часа, и нанести второй слой. Первый слой лака полностью высох. Если вам после первого слоя достаточно количества блесток, тогда вы покрываете второй слой бесцветным лаком. Второй слой лака нанесен. Теперь я сниму скотч с краев образца, и мы подведем итоги. Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки или плиточного клея – это отличный вариант финишной отделки стен. Данный вид нанесения позволяет экономить не только на материалах, но и на подготовке поверхности перед нанесением декора. Мелкие дефекты и сколы не страшны при создании такой объемной фактуры. Они будут замаскированы рельефными островками и фактурной шубкой в углублениях. Плюс такие материалы очень распространены, и их можно найти в любом строительном магазине, как и инструмент, необходимый для выполнения всех работ.
Данный образец служит примером того, что декоративную штукатурку «Карта мира» или как ее еще называют грота, можно украсить интересным узором, используя самодельный пластиковый трафарет. Это позволяет придать интерьеру еще большую уникальность. Вариантов создания трафарета бесчетное количество. Каждый сможет найти что-то свое. Может быть, кто-то решит добавить в фактуру декоративной штукатурки свой знак зодиака, а кто-то японские иероглифы, содержащие тайный смысл. Кто-то выберет трафарет с котиком или другими животными. Тут фантазии нет предела. Главное, чтобы трафарет не был очень мелким. Линии толщиной меньше сантиметра будет сделать достаточно трудно, и это повлияет на прочность создаваемого барельефа. Также любой тематический трафарет можно обыграть с помощью цвета. Это дополнит общую картину и добавит эффектности. У меня есть много идей по этой тематике, и в дальнейшем я обязательно буду развивать это направление декоративной штукатурки. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Удачи вам и здоровья!